Давайте пройдемся по моему участку, и я покажу то, что не показывала никогда. То, что я сегодня увидела, немножечко меня расстроило. Это то, что в кадр обычно не попадает. Как люди любят, когда у кого-то что-то не получается. Я раскрою вам абсолютно все. Добрый день, дорогие дачники, садоводы, огородники, все те, кто интересуется загородной жизнью. С вами нетипичный фермер Анна Акинина. И хочется добавить, я раскрою вам абсолютно все. Потому что сегодняшнее видео будет посвящено факапам моего участка. Вы у блогеров видите всегда идеальную картину. Вот и сейчас я украсила к Пасхе себе зону отдыха. Но если посмотреть немного правее, можно увидеть, как я все это украшала. Ведро, цветы, мусор, грязная обувь. Все это есть буквально в паре метрах от меня. Давайте пройдемся по моему участку, и я покажу то, что не показывала никогда. Главная моя неудача на стройке – это была бетонная дорога, которая образовалась в деревне, но образовалась она случайно. Кстати, это видео самое просматриваемое на моем канале. Как люди любят, когда у кого-то что-то не получается. Пусть это видео вас порадует еще раз. Да, я забетонировала часть дороги. У меня застряли тут аж 3 бетономешалки. Пришлось вылить, это бетон моего фундамента. Но я не расстроилась, я к этому отнеслась с юмором. И сейчас, когда я еду к себе домой, я каждый раз проезжаю этот бетонный островок, и мне становится весело и приятно. Нетипичный фермер.рф за покупками. Здесь есть все для вашего сада и огорода. Вообще, я этим видео хочу вселить в вас надежду, то, что даже блогеры обычные люди, и у них тоже случается всякое разное. И не всегда та идеальная картинка, которую вы видите в видео, соответствует действительности. И красивая она не потому, что мы такие вруны и болтуны, а просто показывает, что то, чем действительно хочешь поделиться. Я вот очень много вам рассказываю про дорожки, и если зайти за дом, у меня тут нет никаких дорожек. Но это, конечно, неудача какая-то. Это просто все в процессе. В этом году я обязательно здесь все сделала. Здесь вот у меня стоит компостник, у меня тут система полива, вот стоят бетономешалки. Это то, что в кадр обычно не попадает. Вы, конечно, видите мой красивый ухоженный огород. Пройдемте туда. Ты мне обещала интервью дать. Будешь давать? И вот если зайти в мой красивый ухоженный огород без подготовки, можно увидеть всякое разное. Например, лейка, которая осталась тут. Это совок, которым я сажала. А если приглядеться к моей щебенке, можно увидеть какашки. Дашкины какашки. Она тут гуляла, и вот, простите, лошадь не умеет ходить туда, куда приучена. Она делает вот так. Альфонс, пойдем покажем, что тут у нас еще. Даже в огороде можно увидеть стриженную утром гортензию. Не успела ничего убрать, оставила как есть. Вот, я не знаю, что это даже не я оставила. Горшок с мусором. Сегодня его Даша таскала. Горшок, и вот он, собственно, мусор. И, конечно, если бы я записывала видеоролик на YouTube, или уж тем более на телеканал «Усадьба», я бы прибралась. Но сейчас так, пойдемте дальше. То, что я сегодня увидела, немножечко меня расстроило. Пойдемте. У меня в ванной красивая плитка, дорогая. И вот ей почему-то укрывают кирпич. У нас же больше нечем укрыть кирпич. И вот рабочие решили, что это отличное прикрытие. А я еще подумала, чем же мне сделать входную группу? У меня там немного квадратных метров. А вот плитка лежит тут, а, к сожалению, входная группа так и не сделана. Поэтому рабочие получат за то, что раскидывать все по участку. Это, кстати, проблема
Ну, не проблема, это, наверное, у всех так бывает, когда это не твое. К сожалению, не всегда за этим следят и ухаживают, бывает по-всякому. Иногда объясняю, все происходит хорошо, и все у нас укрыто. А иногда вот что-то пропускается, да, Альфонс? Ну, мы за этим следим. На участке у меня есть кладбище горшков. По-другому я назвать это не могу. Причем тут хорошие горшки, некоторые даже новые, некоторые совсем старые, которые я привезла со старого участка. Но факт остается фактом. Их никто не помыл, никто не убрал. А кто это? Это, конечно, должна была быть я, но я не успела. Вот так они перезимовали. И сейчас буду разбирать. Конечно, некоторый пластик уже потрескался, некоторые придется выкинуть, а что-то останется, и в нем, в этих горшках будут цвести дальше цветочки. Еще у меня есть кладбище древесины, я не знаю, как это назвать. Когда я купила этот участок, здесь то ли бани были, то ли какие-то строения. Часть уже разбирали мы, часть разобрали до нас. И, конечно, ну не выкидывать же дерево, нужно что-то с ним делать. Ну вот мое дерево лежит уже второй год, никто с ним ничего не делает. Надеюсь, в этом году руки дойдут разобрать эту кучу, лишнее сжечь, потому что тут уже некоторые доски превратились в труху, а из чего-то сделать дрова. Но, как любой хомяк, все меня дачники поймут, что-то еще обязательно пригодится на палубку, что-то еще куда-то пригодится. Все нам пригождается, в итоге на участке образуются вот такие малоприятные кучи. И вот так вот, к сожалению, у меня выглядит куча с мульчей. Я ее в прошлом году купила. Стоит мульча недешево, все дачники знают. И ну прям золотой материал, очень классный, которым я мульчирую грядки и клумбы. Но пришла мульча вот в таких полиэтиленовых пакетах, и за прошлое лето они вот так вот разрушились, и вся мульча у меня, смотрите, лежит на полу. Вот нужно сейчас покупать обычные мешки, как из-под картошки, и пересыпать. Но пока выглядит так, и это тоже вы никогда не увидите в кадре. А вот так вот вблизи выглядит та самая сказочная лестница, которая спускается у меня к ручью. На самом деле этой лестнице лет, наверное, больше, чем мне. И каждый раз, когда я по ней спускаюсь, я думаю, господи, не сломать бы себе ноги. Но что-то я не спешу ее переделывать, так и хожу. Просто не хочется делать что-то временное, хочется сразу тут сделать классно. Но, как вы знаете, на эту зону я еще не доходила. И давайте еще кое-что покажу. И еще одна помойка на моем участке. Причем, сама не знаю, вот это вот реально помойка, это уже образованная, видимо, моими работниками. До меня здесь стояла баня. Баню разобрали, у меня остался фундамент и всякие битые кирпичи. И до сих пор не убрали, все вот так вот и лежит, закрытое шифером. Здесь какие-то ковры. В общем, еще одна мусорка, которую тоже предстоит разобрать в этом сезоне. Еще вы помните, наверное, все видео, как я долго подбирала краску для забора, как я его долго делала. И у меня вот это вот забор продолжалось полгода. Но прикол в том, что я его еще не доделала. На нижней части участка у меня все отгорожено сеткой, а наверху я хотела, чтобы все было отгорожено деревом. Но этого еще не случилось. И у меня есть вот такой вот, например, клочок забора. Закрыли его от Дашки, чтобы она не бегала к соседу. Но еще толком ничего не сделано. Почему я не боюсь это показывать? Почему я честна со своими подписчиками? Потому что знаю, что совсем скоро я везде наведу порядок. И бывает всякое. Бывает бардак, бывает жуткий бардак, бывает красота. Главное стремиться к ней. И совсем скоро мы вместе с вами будем наблюдать фееричное цветение тюльпанов. Потому что посмотрите, какой ковер у меня тут сходит. Боже мой, скоро тут вообще будет просто классно. И вот так, между прочим, выглядит моя будущая терраса. Всякий хлам, который есть на участке, я сказала сваливать сюда, потому что тут потом будем бетонный пол будем заливать, да, Альфонс? Пока это выглядит не лучшим образом.
Ну что, друзья, это, наверное, тоже стоит показать. Осенью я вам рассказывала, как у меня будет классно зимовать пихта в кашпо. Я ее украсила, поставила на террасу, но горшок не пролила, там был сухой ком земли. И когда пришли такие морозы, ком земли, естественно, замерз, чуть подогрело солнышко, и тут же пихта прогорела. Вот она вся такая прожженная на солнышке. Естественно, я потом пролила и землю, и укрыла ее от солнца. Но факт случился, она сгорела, и это тоже стоит показать. А пока давайте посмотрим. Та картина, с которой я начинала вам съемку, тоже уже не такая красивая. Упала моя красотища. Просто-напросто сдуло ветром. Ну что, друзья, увидимся в следующих видео. Подписывайтесь на мой канал, если не подписаны. С вами был Нетипичный фермер. Сезон в разгаре, сезон начинается, стройка впереди, огород тоже, поэтому не отключайтесь. Я вас всегда рада видеть на своем канале. Ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч. Пока! Что ты за мной бегаешь, а?